Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала. Конец июля – отличное время для стрижки живых изгородей. Вот давайте сегодня поговорим о том, как правильно создавать живые изгороди. Правила живых изгородей. Итак, правило первое. Для получения хорошо, сильно облиственной живой изгороди сажать ее нужно обязательно на полном свету. Именно на полном свету образуется достаточно большое количество новых побегов и достаточно большое количество листьев. И изгородь ваша живая будет выглядеть плотной, насыщенной такой, зеленой. Если у вас какие-то тенистые места, ну тень, например, большая такая, сильная от дома, от какого-то высокого большого дерева, либо от забора большого, под ними живые изгороди, как правило, не получится. Ну, я имею в виду из обычных деревьев. Вполне возможно, стоит поискать какие-то теневыносливые растения для создания живых изгородей в тенистом месте. В качестве примера пойдемте посмотрим. Это не живая изгородь, это топиарная форма. Помните, когда-то я показывал, как я сажаю несколько саженцев берючины для того, чтобы создать из них потом шарик. И вот обратите внимание, посадка сделана неправильно. Здесь липа, тень от липы. Вот та сторона света получает достаточно, и там плотная она. А здесь, видите, разрежено, видите, дырки какие. И что не делай, эти дырки фактически не зарастают. Света получает эта топиарная форма мало. Кстати сказать, напомню, что все ссылки я оставляю в описании. Переходите, смотрите, в том числе и про посадку вот таких вот топиарных форм, шариков каких-то большого размера, когда мы сажаем несколько саженцев в одну яму. И в принципе все правила, которые мы сегодня будем вспоминать, они относятся не только к живым изгородям, но и к топиарным формам. Правило второе. Когда вы высаживаете живую изгородь, выбирайте саженцы обязательно молодые. И что очень важно, саженцы, у которых по всему стволику есть ответвления, есть веточки. Так называемые голенастые саженцы – это плохо. Вот смотрите, вот он, голенастый саженец. Видите, у него веточки начинаются сверху, а низ пустой, почки там так и не проснулись. Скорее всего, вот в этом месте живой изгороди, вот здесь внизу будет дырка. Вот рядом саженец уже лучше, уже веточки идут снизу. А здесь нет, поэтому голенастые саженцы – это плохо. И вообще выбирайте молодые саженцы не очень большого размера. Чем меньше саженец, тем больше шансов, что он образует вот эти боковые ветки, ваша изгородь будет полностью облиственна снизу доверху. Правило третье. Живые изгороди высаживают не в отдельные ямки, а копают одну общую траншею. Причем для разных растений эта траншея должна быть разная. Если вы высаживаете крупное дерево, скажем, липа или там туя, например, то траншею нужно копать глубокую, где-то 60 сантиметров глубиной и примерно 50-60 сантиметров шириной. Если вы сажаете какие-то среднего размера кустарники, ну типа берючины, этот размер можно уменьшить, примерно 40-50 сантиметров глубиной и 40-50 сантиметров шириной. Если же для живой изгороди вы используете какие-то мелкие кустарники, ну типа спиреи японской, то этот размер, глубина может быть 30 сантиметров, ну и ширина приблизительно 30 сантиметров. Если вы хотите посадить плотную двухрядную живую изгородь, то при обычной глубине, как я сказал, ширину делают в 2 раза больше и сажают растения в шахматном порядке. Обязательно помните, что вот эту вырытую траншею нужно наполнить рыхлой и плодородной питательной смесью какой-то почвенной, для того, чтобы саженцы хорошо приживались и хорошо развивались. И обязательно перед посадкой натяните шнур. Высаживайте саженцы строго по шнуру. Так получится ровно и получится красиво. Четвертое правило касается вопроса, когда нужно начинать формировать живую изгородь. Формировать нужно только после того, когда саженец уже хорошо прижился. Обычно это происходит на следующий год, ну максимум через 2 года. Когда у саженца появляются свеженькие вот такие зеленые приросты. Вот тогда уже можно начинать их обрезать. Чем обрезать? И вот это очень важно. Конечно, когда вы только начинаете создавать живые изгороди, обычно покупают вот такие большие садовые ножницы. Пользоваться ними вроде бы просто, а на самом деле есть такой один небольшой лайфхак. Если вы стрижете какую-то плоскость, то лучше держать их вот так, вот этим изгибом наружу. Если вы стрижете шарик какой-то, топиарную форму, то лучше держать изгибом вот этим вот к шарику. Так стричь будет гораздо удобнее. Ну и помните о том, что обязательно после каждой стрижки такие ножницы желательно протереть, ну, каким-нибудь спиртосодержащим раствором. То есть держать их в чистоте. Ну, естественно, они должны быть наточенными. Но по мере того, как я увеличиваю у себя количество живых изгородей, по мере того, как они разрастаются, я понимаю, что мне нужен более производительный помощник. Вот он. Это называется электрический кустарез. Производит его наша украинская фирма Днепро М. Я уже много раз вам про нее рассказывал, показывал их продукцию. Я считаю, в Украине это оптимальное соотношение цены и качества.
Модель называется DHT200 Dual. Ну, давайте немножко технических характеристик. Длина вот этой режущей части 51 сантиметр. Максимальный диаметр ветки, которую разрезает этот кусторез, 24 миллиметра. Вес 4,5 килограмма вместе с аккумуляторами. Здесь стоит два литий-ионных аккумулятора. Они вот такие маленькие, но на самом деле очень емкие. Честно скажу, еще ни разу не доводил до полной остановки, до полного разряда. Но полчаса непрерывной работы, в принципе, он обеспечивает. Это я уже проверял не раз. Очень интересная особенность. Вот когда я нажимаю эту кнопочку, режущая часть вращается. И есть два фиксированных положения. 45 градусов, 90 градусов. В одну сторону и то же самое в другую сторону. Для чего это нужно, спросите вы? Не всегда удобно, когда режешь под углом, выдерживать этот угол одними руками, кистями. Они все время находятся в напряжении. Гораздо проще выставить нужный угол и под этим углом, собственно говоря, эти самые изгороди или топиарные формы обрезать. Хорошо продуманная система блокировки. Вот здесь стоит одна кнопка, которая включает-выключает. Вот здесь есть клавиша блокировки. Ну и, наконец, клавиша пуска. Пока все три не нажмете одновременно, он просто так не включится. Но даже имея такого хорошего помощника, нужно обязательно знать правила, как стричь живые изгороди. А вот теперь об этом. Первым делом переводим ручку в удобное положение. Для меня это положение 90 градусов. И теперь снизу вверх плавными движениями ведем наш кусторез. Мы как бы параллельно поверхности нашей живой изгороди держим лезвие кустореза. И вот только после того, как вы сделали боковую поверхность, вы режете горизонтальную поверхность. Но имейте в виду, если у вас нет навыка стрижки, если вы начинающий создатель живых изгородей, для создания идеально ровной поверхности лучше натянуть веревку. Ну, либо руководствоваться своим вкусом. Да, и кстати, если где-то рядом проходят какие-то проволочные каркасы, провода от микрофонов, постарайтесь их не перерезать. Очень важный момент. После окончания работы кусторезом обязательно тщательно протрите его тряпкой и обязательно после каждого часа работы смажьте машинным маслом, жидким, не вязким. Капните буквально на каждый вот этот режущий узел, либо используйте аэрозольное. Очень важное правило. Когда вы стрижете плоскую живую изгородь, ее верхняя часть должна быть уже, чем нижняя. Должна быть как бы своеобразная трапеция. Ну, в крайнем случае прямая, но ни в коем случае не наоборот. Ни в коем случае низ не должен быть уже, чем верх. Почему? Тогда низ будет получать мало света. Там перестанут образовываться новые побеги, перестанут образовываться листья, а начнут образовываться дырки, просветы. Нам такая изгородь не нужна. Нам нужно, чтобы она по всей высоте была равномерно облиствена. Поэтому нижняя часть должна быть шире, чтобы и на нее попадал свет. Когда нужно начинать резать вот такие вертикальные побеги? Когда они отрастут на 10-20 сантиметров. Вот 20-сантиметровый побег. Его обрезают на 1/3, можно наполовину. В чем смысл этой обрезки? Вот очень хороший пример. Это куст пузыреплодника. Рос он в виде таких 4 мощных вертикальных побегов. Рос бы себе и рос, но мне он такой не нужен. Поэтому верхушку каждого побега я обрезал. Вот он, срез. И что получилось? Получилось, что в каждой пазухе он начинает образовывать новые побеги. Этих побегов будет много. Куст начнет набирать объем, будут появляться эти много новых облиственных побегов. Но сила роста у них уже небольшая, не такая, как у такого одиночного. Поэтому вверх он как бы расти будет, но он будет становиться шире и более облиственный. Вот в этом и смысл стрижки живых изгородей. Когда мы их обрезаем,
начинают образовываться новые побеги с большим количеством листьев. Следующее важное правило – правильный подбор растений для живой изгороди. Эти растения должны хорошо переносить стрижку и быстро после нее восстанавливаться. Они должны образовывать большое количество новых почек. Вот как я вам показал только что на пузыреплоднике, когда в каждой пазухе листочка образуется новый побег и образуются, соответственно, новые листья. Ну и, наконец, они должны быть декоративными, обладать какой-то красивой листвой, то ли вечно зеленый, например, то ли в каких-то пятнах, разводах, как у дерена, то ли иметь какой-то блеск необычный, то ли осенняя окраска. В общем, это должны быть декоративные растения, естественно. Ну, я вам сегодня показал некоторые из своих живых изгородей. Некоторые просто еще рано показывать, они только посажены. Я вам показал изгородь из липы. Я сижу под изгородью из дерена, который, кстати сказать, декоративен круглый год. Сейчас эффектные листья очень с разводами, с окаймлением. А зимой это будут ярко-красные прутья. Вот здесь красные, а там чуть дальше ярко-желтые прутья. Обо всех этих деренах я снимал видео, переходите по ссылкам в описании и смотрите. Это может быть, конечно, берючина, идеальный кустарник, как я всегда говорю, для живой изгороди. Это могут быть спиреи, барбарисы, ну, в общем, таких кустарников множество. Естественно, это могут быть и хвойные растения. Великолепные живые изгороди получаются из ели, но ели у меня нет. А вот изгородь из туи тоже когда-то посадку я вам показывал. Изгороди нужно сажать из растений, которые морозостойкие, которые выдерживают совершенно нормально зиму в вашем регионе. Почему? Ну, потому что одно растение, вот кипарис передо мной растет, его можно укрыть на зиму. Укрыть живую изгородь длинную, но это практически невозможно или потребует очень больших усилий. Какой особый уход нужен живым изгородям? Имейте в виду, что частая стрижка приводит к постоянной потере лиственного аппарата. Значит, соответственно, что? Нужны частые регулярные подкормки и обязательно регулярные поливы. Ну и еще один важный момент. Если вы высаживаете длинную живую изгородь из одного и того же растения, ну скажем, длинная изгородь из туи, смотреться может это довольно скучно. Ландшафтные дизайнеры рекомендуют в такие длинные монотонные однотипные изгороди вставлять какие-то яркие пятна. Можно, например, высадить в такую изгородь тоже тую, но, скажем, не зеленого цвета, как все, а желтую какую-то яркую. И не одну. А можно просто перед такой монотонной изгородью посадить какие-то яркие контрастные кустарники. Вот это все будет смотреться гораздо веселей. Ну вот, пожалуй, на сегодня про живые изгороди все. Смотрите видео, подписывайтесь на канал. Заходите на мою страничку на Фейсбуке «Сад. Ежедневный уход». Красивого вам сада и, самое главное, удовольствия от своего сада. Всего доброго.